Добрый день, дамы и господа. Многие подписчики канала Йоль видели, что у нас поступила новая лисичка, и видели видео с ней, очень интересуются ее судьбой. Поэтому я сейчас как бы сверстаю из наших видеороликов за эти дни какой-то один сюжет, потому что работы много. Плюс малышка сложная, действительно, то есть она приехала с обезвоживанием, она приехала с болезненностью, она очень-очень тихая для своего возраста, вот, поэтому мы сейчас активно занимаемся ее здоровьем, то есть по-хорошему ее надо, естественно, так как она одна, быстрее помещать в коллектив, дабы она не привыкала к людям и имела возможность общаться с сородичами. Но те два лисенка, что у нас есть, они крупнее, и они динамичнее, и они сейчас ее просто заиграют. То есть даже не то, что там съедят, потому что там еды у них много, а просто того, что могут заиграть, ну, там, условно говоря, голову пооткусывать, вот, потому что она недостаточно подвижна. Поэтому сейчас нам надо решить все эти вопросы сначала. Ну и, естественно, анализы на инфекции. Но я уже так, забегая вперед, скажу, что мы уже сдавали ПЦР, пришли отрицательные, то есть там ни чумы, ни прочих щенячьих заболеваний у них, к счастью, нет. У нее были блохи, у нее волосоеды, глисты, естественно, это все уже прогнано. Вот. Ну, глисты еще повторно будут прогоняться, блошек посмотрим просто наличие. Значит, так, постараюсь по порядку, хотя, наверное, по порядку не получится. Первое, по поводу общения с животными. Естественно, с животными, которые идут на выпуск, общение минимизировано. Но животное приехало ночью, приехало ко мне домой, потому что сейчас со всеми этими карантинными мероприятиями мы работаем, ну, так, как можем. Вот, во-первых. Во-вторых, животное на первичном осмотре очень часто мы осматриваем, ну, я вот, допустим, и ветеринары там в тонких перчатках, а иногда могут и снимать перчатки. По какой причине? Потому что работаем мы, чтобы не привыкать, в тряпичных, но, к сожалению, так получается, что в них, ну, они толстые, очень сложно прощупать, вы не поймете температуру животного. Да, можно сунуть градусник в попу, но это не совсем то же самое, вот, потому что вы должны понимать не только температуру внутреннюю, да, но и то, насколько, допустим, там охлаждаются конечности. То есть первое, что мы приехала лисенка, да, я ее все пощупала, она была холодненькая. Снаружи, внутри, везде, да. То есть вот эти вещи, ну, в тряпичных перчатках прощупать сложно. Можно, конечно, не выкладывать на видео там наши отхождения от тех же методик, про которые мы говорим. Ну, можно. Я, когда там, не знаю, животное снимаем мы сами, да, стараюсь какие-то моменты, ну, не выкладывать, чтобы просто не было как раз таких разговоров, почему вам можно голыми руками, там, а нам нельзя. Потому что, я еще раз говорю, мы это сделали там 1-2 дня для того, чтобы пощупать состояние животного, посмотреть, потому что, ну да, руками что-то проще. Животик прощупать в перчатках маленький такой практически невозможно. Даже в резиновых перчатках у вас все равно нет такого контакта с кожей, вы не чувствуете там тот же кишечник под пальцами, то, как вы чувствуете это голой рукой. То есть в основном, ну, к людям тоже ходят к врачам, и часто пальпацию врачи проводят голыми руками, многие. Именно потому, что пальцы у нас очень чувствительные, и под пальцами можно больше почувствовать, чем в перчатках. Вот. Но это не повод дальше брать лисенку на ручки, спать с ней в кроватке, я не знаю, там еще какими-то вещами заниматься. Второй момент, который почему-то очень многих тоже так заинтересовал, зацепил, это коробка. На самом деле, не знаю, кто нас смотрит, мы просто, как это сказать, рекламщики коробок, пропагандисты коробок. То есть коробки мы используем практически постоянно для разных животных, потому что это очень-очень удобно. Можно использовать пластиковые переноски какие-то, где-то, да. Для кого-то, для кого нужен свет, допустим, мы их используем. Если свет не нужен, то картонная коробка идеальный вариант. Во-первых, она выбрасывается. То есть в случае, допустим, там какой-то страшной инфекции, не надо там ничего дезинфицировать, и просто выкинул, и все. Во-вторых, коробка, да, она хранит достаточное количество тепла и достаточное количество тишины. То есть картонные коробки тише, допустим. Для перевозки однозначно картонные коробки, если опять-таки позволяет само животное, то есть из него не выбиться. Содержание раннее тоже. Вот телесятки приехали, да, там они пару дней. Коробка – это неплохо. Животное норное, лисы. Малыши живут в норе, в темноте, и, в общем, это как бы совершенно нормально для нее находиться в замкнутом пространстве, в тепле,
в темноте, в тишине. Вот, поэтому, ну, тоже не надо так удивляться, пугаться и как бы там как-то волноваться по поводу того, что мы держим в коробке, потому что нам держать негде. Нет. Просто железные карантинные боксы, которые у нас есть, все-таки для взрослых животных подходят больше. Плюс в них больше видимости, да, то есть она больше света, больше движения. В коробке тише. Ей проще как бы отдохнуть, тем более учитывая ее состояние. Она, в общем-то, я говорю, она прыгает немножко, но она не особо вылезает. Так, что еще? Про помывку, про обработку от глистов, паразитов и всего остального. Мы моем животное только если имеются механические какие-то загрязнения, ну, как химические, в общем, если какие-то загрязнения имеются на шкуре, которые надо смыть. Паразиты на самом деле при чесотке, естественно, да, там надо отмочить корки. Здесь у лисоньки нет необходимости в помывке никакой. Она обработана капельками, все бложки, глистики там и все, что у нее было, оно просто умирает, и все. Мыть это, во-первых, смывать ее запах, во-вторых, для лисы, в принципе, купание не очень типично. Сейчас она набирает вес, мы взвесили где-то по 100 грамм в день, то есть она сейчас активно стала прибавлять, но пока она не активно движется, повторюсь, мы не будем высаживать ее в коллектив, хотя для психологически это очень важно, поэтому чем быстрее, тем лучше. Я думаю, что еще, может быть, дня 3-4 мы посмотрим, если я буду уверена, что она как бы может за себя постоять, что ее не заиграют более подвижные лисятки, то мы ее, соответственно, отправим к тем 2 лисам, которые у нас есть. Как второй вариант, у нас сейчас еще приезжают лисята, и я думаю, что, может быть, мы тогда замиксуем, то есть оттуда девочку более спокойную подсадим к сушке, вот, в вольерку, а там парней и более динамичных лисят оставим вместе. Ну, посмотрим. На самом деле лисята хорошо друг с другом взаимодействовать. Я говорю, главное, чтобы не было именно такого вот большого разброса, чтобы просто в игре не задавили более слабого, не закусали, как бы там, не задрали, именно по-детски. Вот, поэтому еды, я повторюсь, на всех хватит. Из еды, что мы даем, да, тоже вопросы были. Почему мы начали с молока? Это не молоко, это питательная смесь, потому что животное приехало горбленное, с возможностью проблемы с кишечником, холодное, опять-таки. То есть, если, условно говоря, животное вялое, холодное, и его накормить, то могут возникнуть проблемы там, вплоть до гибели животного, да, может встать кишечник. Вот, поэтому раскармливать всегда рекомендуется аккуратно, небольшими порциями. И при таких малышей, конечно, лучше, когда это теплая пища. Вот, соответственно, сейчас что мы делаем? Сейчас мы кормим ее мышками. Вот мы тут ей уже сутки даем пробовать кроличьи ушки. Голову пока не пробовали, ушки пока она потихонечку играет, жует. Мышей как основной корм, и воду я пока даю с Critical, потому что, ну, опять-таки, животное все-таки не в очень хорошем состоянии, а это смесь как бы для выкармливания, и она еще пробуждает аппетит, поэтому вода у нее стоит с Critical Care. Пьет хорошо, писает хорошо, какать стало вообще хорошо. Вот, то есть стул сформированный, как бы никаких проблем нет. Мы сейчас с ней минимизировали контакт, то есть я ей колю уколы раз в день, 2 укола. Это средний, но сегодня последний день, и антибиотики, потому что воспаление явно у нее в кишечнике есть. Антибиотики, соответственно, еще как бы будем продолжать колоть недельку. Мы ей положили игрушку с запахом наших лис. Я была в приюте, взяла шерсть у Феофана с Фаней. Феофан с Фаней, я напомню, это лисы не выпускные, потому что они, в принципе, не выпускные. Это лисы, которые плоды селекции. То есть они оба с мехофермы, и они не могут быть выпущены в проду, они другие. Это годы домашние животные, условно говоря. Это поколение животных, которые разводились в неволе. Вот. Но при этом запах у них все-таки более лисий, чем у меня, скажем честно, поэтому мы используем их шерсть, такую грязненькую, там, с грязненькими опилочками, как раз для лисяток, для того, чтобы и перчатки мои там пахли лучше, как бы не человеком, а лисеньками, и для того, чтобы у малышки было что-то, что пахнет лисеньками. Вот. Дальше мы будем добавлять другие запахи для обогащения среды, в том числе в лисятном вольере мы используем крысиный помет.
помимо там крыс, которые кормовые, да, мы еще там присыпаем, допустим, ну, запахами, опилками, чтобы они искали что-то в вольере, да, чтобы обучались как-то. Вот. Ну вот сейчас первая такая как бы ароматная игрушка, это вот эта вот мышка, вот, ну что было, если честно, вот, мышка, набитая лисьей шерсткой с опилочками. У малышки вроде как понравилось, она там как-то проявила интерес, но опять-таки все равно очень вяленький интерес, но она, в принципе, я говорю, ненадолго сосредотачивается, поэтому пока, да, она посидит в коробке, поэтому никакие вольеры ей сейчас не нужны, потому что не перемещается. Плюс второй момент, вольер это температура, конечно, там как бы потеплее, чем на улице, но уже сейчас мы не используем обогревы, потому что, в принципе, малыши такого возраста должны сами спокойно при уличной температуре себя чувствовать. Вроде как все, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь, как говорят, на наш канал. Вот, а главное, что откройте, пожалуйста, описание. Наш центр участвует сейчас в двух, как собирает деньги на два проекта. Один это вольер для невыпускных псовых на сайте Planeta.ru, краундфандинг платформе. Мы собираем средства, вы можете приобрести открыточку и тем самым помочь нашим лисенькам, как раз Фане и Феофану и прочим, которых не выпустить в природу, и волкам построить новый дом. И второе, это до 11 мая очень актуально проголосовать на сайте .банка за наш проект «Дом для сов», это авиариум. Там, конечно, будут не только совы, но и там ежики и прочие невыпускные зверушки, которые могут существовать вместе. Это вольеры природного типа, опять-таки для невыпускных животных. Для выпускных животных вольеры другие, мы их тоже строим, естественно, но так как у нас оседает большое количество инвалидов, то пока мы условно не скинем их с плеч, да, нам тяжело двигаться дальше. Поэтому, естественно, нам хочется, чтобы вот эта вот часть, которая не выпускная, которая при этом нужна, то есть, да, мы вот используем мех, там, не знаю, мы подсаживаем к совам совят, то есть они работают в том числе и для выпускных животных, вот, но чтобы у них уже была их территория, их дом, и мы уже могли основной нашей деятельностью, выпускными вольерами заниматься, там, выпускными животными заниматься, то есть скинуть вот эту вот часть нашей работы, вот, уже успокоиться, чтобы у них был домик, а мы могли думать о другом. Вот, спасибо вам большое, еще раз повторюсь, ссылочки в описании под видео, открываете, там, стрелочку вниз нажимаете, и можно по ним перейти. Спасибо большое, пока-пока.